Доброе утро, дорогие наши друзья! Я очень рада вас встретить на своей темной кухне. Мы вчера весь день без света, и сегодня у нас нету света с утра. И какое счастье, что у нас духовка электрическая, а сверху газ. И я хотя бы могу детям настряпать блинчиков и приготовить кушать. Мне очень важно сейчас подготовить, чтобы дети проснулись, покушали. И у нас очень много таких глобальных дела запланированы, так как весна, нужно заниматься огородом, поэтому завтрак должен быть плотный и хороший. Да, на огороде очень много дел надо делать. И я все-таки надеюсь, что нам дадут свет, потому что есть планы. Снежана заказала синнабоны, булочки вкусные очень. И вообще надо, дома неуютно, когда нету света. Но каждая хозяйка, наверное, признается, вот если даже света нету, а выпечкой пахнет дома, уже такая атмосфера уюта. Здорово, что весна, и нужно начинать к весне готовиться. Я уже вам говорила, рассказывала, что 4 килограмма сбросила. Сейчас я уже сбросила 5 килограммов, потому что хочется быть красивой и стройной. Я уже делилась, что я на 2023 год поставила себе цель похудеть, на много килограмм. Мне надо привести себя в форму, поэтому я подписалась на платформу FitStars. Мне очень удобно на этой платформе. На ней есть тренировки от 7 до 30 минут в день. Без дополнительного оборудования. Допустим, мы занимались с Иваной Идуш, зарядка без коврика. Сейчас мы с Ольгой полностью занимаемся телом, над отечностью и над всем остальным. То есть мне это очень нравится, что я в любое время могу. И подписав безлимит, получается даже дешевле, чем ходить в спортзал. А также действует рассрочка. 1667 тренировок. Каждому можно подобрать индивидуального тренера. 111 программ, курсы 25. Поэтому очень удобно, то есть можно подобрать на свой вкус и цвет, как говорят, да? Хочешь по темпераменту такую подберешь тренера, хочешь такого. Ну, а также мне сказали, что Свет, для деток должна быть отдельная тренировка. В прошлый раз я делилась, что детки со мной занимаются. Здесь Михаил Прыгунов тоже проводит зарядку с детками от 3 лет. И он имеет к ним такой хороший подход. Вот у них сейчас на этой тренировке мне нравится, что он даже им сказал принести детские игрушки мягкие. И побудил всех зрителей, кто занимается, тоже давайте несите свои мягкие игрушки. В тренировках FitStars очень подробно объяснена и показана техника выполнения упражнений. Допустим, некоторые упражнения я раньше делала, а здесь говорят, что так ни в коем случае нельзя делать. Поэтому я прям испытываю от этого огромную пользу. Ну, а также есть раздел питания. 99 рецептов, прям целенаправленно, завтрак, обед, ужин. Но если как бы не знаешь, что приготовить, можно зайти и чисто такое по калориям для себя уже рассчитанное питание. Тоже очень удобно, не надо ничего думать. Я оформила безлимитную подписку, и как-то девочки написали в комментариях: Свет, давай вместе худеть. Это будет здорово. По моему промокоду скидка 70% безлимит, всего за 6990 рублей. Ну, а также появилась беспроцентная рассрочка. Это даже получается дешевле и удобнее, чем ходить куда-то в зал и платить абонемент покупать. Ну, а также при подписке безлимит идет гарантированный подарок. Это умные весы Пикок за 1990 рублей. Они определяют процент жира, мышц, воды, костной ткани в теле. Всего более 15 параметров, и все зависит от модели. Ссылочку с промокодом найдете в описании под видео. И давайте вместе худеть. Ну вот, я сделала все свои дела, приготовила завтрак, позанималась, накормила семью. И мы пошли, нам нужно было срочно пересадить клубнику, высадить, которую купили. Вот она, мы ее высаживаем,
такое место для нее выделили. Она такая хорошая, крупная прям. Ну и досаживаем клубники. У нас там еще была та, которую нужно было пересадить. Дети с удовольствием помогают. Но на улице такой ветерок, конечно, неприятный. Я скоро детей отправлю домой, потому что нужно идти домой, потому что ветер. Вы знаете, я хотела бы вам сказать всем огромное спасибо. Настолько много благодарности. Вот есть комментарий от Катерины К. Она поделилась, что наши видео ее побудили взять деток, что она лежала в больнице и познакомилась с девочкой, которая оказалась в детском доме. А потом оказалось, что у нее еще 2 сестры, 4 и 6 лет. Она была, Катерина, в шоке, но меня, говорит, такие сомнения терзали до этого, а теперь я не боюсь. Спасибо вам, дали мне уверенность. Катерина, вот я когда прочитала ваш комментарий, у меня аж на мурашки бегут. Вам огромное спасибо, что вы поделились своей историей. Спасибо огромное. Ну вот мы заканчиваем, уже поливаем клубнику. Сейчас я уже побегу домой, мне нужно готовить. Сейчас будем делать со Снежаной синнабоны. Я их делала несколько дней назад, да? И как Снежана теперь заходит домой, так и кричит: мам, ты опять эти булочки вкусные сделала. Вот решила сегодня опять побаловать их синнабонами, и она тут вызвалась мне помочь. Сейчас, значит, я хочу поставить опару. Так, ставим. Не успели. Мы будем делать двойную порцию, поэтому для опары 300 грамм муки. 300 грамм. Так, я возьму ложечку. А вот, нет, а то это и в муку потом лазит. Так, 300 грамм муки. Давай, ты насыпай. Давай, насыпай. А я буду тебе говорить. Насыпай. Мука уже просеянная, давай побыстрее насыпай. Ну, а то мы до вечера, мне надо идти на огород работать. Доченька, не рассыпай. Не рассыпай, моя хорошая, потихонечку. 58, 60, о, 300 грамм. Давай. Ой, какая молодец. Ну, ничего, подумаешь, со стола вытрем. Мы теперь не только убираться можем, мы еще теперь и готовить можем. 300 грамм. Так, чуть-чуть еще. Давай. 260, 284, последнюю ложку. Все, 305, 150 на одну порцию. Значит, 2 столовые ложки неполные сахар сюда. Да, потому что на одну порцию надо 20 грамм, а в ложечке 25 грамм. И также сюда добавляем дрожжи. Дрожжей нам надо 5 грамм, 5 грамм. Это значит, двойная порция надо 10. Отлично. Глаз алмаз, да? Да. И сюда выливаем. Мама, смотри, какое тепленькое, потрогай. Заранее подогрела молочко. Давай теперь размешивай. Размешивай хорошо. Тебе удобно так сидеть? Удобно, да? Ну, размешивай. Это у нас будет опара. Мы сейчас ее накроем. Она сейчас подойдет, чувствую. Угу. Она сейчас подойдет. А ты не знаешь, почему это Вилли скулит? Не знаю. Может, у него воды нету, не знаю. Все, доченька, все. Давай, сейчас чашечку тебе дам, венчик складывать. Так. А вот сюда, смотри. Вот. Сейчас мы накроем пленочкой и подождем чуть-чуть, чтобы опара подошла, да? Она станет такая. А тут было, видать, порва. Ну да, вот рвется. Видишь, что какая хорошо мне как помогла. А я даже не заметила. Пленочка рвется. Раз, и вот так вот еще сейчас сделаем. И отправим в теплое место, чтобы постояло. Хорошая такая у нас опара. Я думаю, минут 15 она обязательно постоит. Минут 20, чтобы она подошла хорошо.
Прошло ровно 30 минут, а пара должна стоять 30, максимум 50 минут. У меня нет времени, мне надо бежать на огород, поэтому я достала. Она у меня такая очень красивая стала. Снежана увидела, что у меня была выключена камера. Такая вот она вся воздушная получилась опара. Я сюда уже добавила яйца, соль, сахар и масло сливочное, размятое, такое размягченное. Но я его еще пока не разминаю. Перемешала сахар, соль, яйца, а масло просто положила. И теперь мне надо отмерить килограмм муки. Все, начинаю отмерять килограмм просеянной муки обязательно. Так. На весы сыплю, доченька, а как ты вот сыпала, так и мама. Ну ничего, я уберу. Хорошо? Да. Разрешишь? Угу. Разрешила, да? Да. Так, сейчас 500 отмерим. И еще что-то у меня весы не захотели полностью. Так, вот 542 мы сюда выкладываем. И теперь, доченька, а давай ты сегодня посмотришь, потому что мне надо на огород бежать. Вымешивать мне здесь надо, ты не сможешь, хорошо? Я не хочу сейчас делать комбайном, потому что недавно я что-то пекла, пирог, по-моему, и в тексте говорила, что не надо забивать мукой. Так, вот так, все. Что не надо забивать мукой 459, а мне надо было 400, вот так вот. Мукой пирог. Ну, кто-то из вас, девочки из Германии, написали, что ушло 700 грамм, килограмм, а у меня там было 700. Поэтому я сейчас хочу показать, как замешивать буду я и не использовать дополнительной муки. Чуть. Да, доченька, да, пусть сыпется. Мне сейчас все равно здесь чуть-чуть подмешивать я буду. Потому что если мукой забить, но все равно не так вкусно будет. Вообще вот из синнабонов, вот это тесто, очень вкусно ватрушки получаются, крафины очень вкусно получаются. То есть такое оно... Мне вот именно только вот это тесто синнабонов больше всех понравилось, больше. То есть я пробовала несколько. Кто-то мне написал недавно, хотелось бы посмотреть, как вы делаете синнабоны. Да, доча, да. Все, сейчас я его замешаю, все оно такое будет сыроватое. И смешаю все. Масло, муку, снизу еще там. Все. И добавлять я не буду. Постучу немножечко и все. И пахнет уже как будто вкусно, да? Да. Так. Носик твой. Все, я вываливаю сюда. Буду замешивать. Вымешивать. Совсем. Сейчас соединю, потому что у меня тара небольшая. Все соединю. Сначала одной рукой. И все, и соединяю. Все. Внутри мокрая. Я не буду добавлять муки. Нет, я буду так вымешивать. Комбайном минуты 3. Ну, вручную это будет от 5 до 10 минут. Ну, я думаю, что это уйдет на это 5 минут. Быстро уйдет время. Мы сейчас быстренько это сделаем. Будем показывать это в реальном времени, да, доча? Видите, вот оно сейчас все еще такое липкое. Сейчас я возьму, подсыплю мукой только для вот этого. Все, больше ничего не буду делать. Только подсыплю. И все. И буду его вымешивать. То есть не надо лишних 300 грамм подмешивать муки. Вообще не надо. Потому что его сейчас вот мешаешь, и оно все будет в себя все впитывать. И оно перестает. Смотрите, оно уже почти перестало. Почти липнуть перестало. Так, середочку мы берем, с ручек снимаем. Ручки у нас чистенькие, поэтому ничего страшного с ним нету. Смотрите, оно уже какое послушное становится. Все, никак. Ну вот синнабоны вот эти дела, которые тебе понравились-то, которые ты любишь.
Да, я их просто давно не делала, а тут сделала, и Снежана заболела ими. Видите, все, оно уже послушно. Я минуты 2 мешаю самое большое. В реальном времени будем записывать. Все, и не надо ничего больше вообще. Оно хорошее такое. Потому что в том... Что же это было? У меня, наверное, пирог красный. В том тоже не надо ничего. Вот так вот. 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 Вообще люблю работать с дрожжевым тестом. Нравится мне оно. Хорошее такое. Все. Да, доча? Посмотрите, даже 5 минут не ушло. Как быстро. Ну, я, конечно, за временем не слежу, сколько ушло. Все, мы с тобой все собрали. Всю муку собрали, да? Всю муку собрали, которую мама насыпала, да? Все. Чистая осталась даже, да? Все, ни грамма больше. Вот все, что в рецепте, и только припудрила стол, и все. Я возьму чуть-чуть еще. Тесто очень послушное. Я приготовила кастрюльку для себя, потому что я уйду на огород сейчас. Чуть-чуть дно смажу, чтобы оно не прилипало там. Тесто вообще должно стоять час максимум 1,5. Поэтому я взяла большую кастрюльку, чтобы оно не убежало у меня. И уберу его в духовку. Духовка у меня просто горит свет. Я сейчас даже выключу. У нас на кухне очень прохладно. Отопление на кухне отключено. И все открыто. Это я сейчас закрыла, и то стало жарко сразу. Потому что там сваркой занимаются, режут, и прям слышно. Смотрите, какое тесто. Я прям близко его покажу. Смотрите. Не надо его мукой больше забивать, иначе оно будет забитое такое, некрасивое. Делайте четко по рецепту, с весами работайте. А я напишу ложками тоже, сколько получается. Все. Убрала. Накрываю полотенцем и убираю в теплое место на 1-1,5, я думаю, на 1,5 часа, потому что я побежала на огород. У меня очень много дел на огороде. Я понеслась, а доча пойдет смотреть мультики, да? А я побежала. Все, через 1,5 часа встретимся. Ну вот, я побежала, быстренько переоделась и побежала на огород. У меня есть целых 1,5 часа, ну 1-1,5. Потому что надо наделать синнабонов, булочек, чтобы дети чай попили, перекусили. Я хочу посадить лук. Сегодня Иван эту грядку мне на 3 раза вспахал. Я выбираю травку всю и сейчас подготавливаю для того, чтобы он мне приготовил сегодня 3 грядки. И вот я как раз подготавливаю эту первую грядку. Также я вторую грядку сейчас сразу посажу, а на 3-й буду морковь садить. И редиску там посажу, она большая. Какие у нас червяки большие на огороде. Так это еще маленькие, целые ужи какие-то, змеи. Но это хорошо, что земля такая прям работаешь, и прям черви. Это хорошо. Так что земля будет хорошая. Ну вот готовлю для лука. У нас, мы когда жили в Бурятии, у нас были огромные такие хозяйские грядки, на которых я садила лук, чеснок. Здесь, конечно, пока маленький, но ничего страшного. Вот там сзади меня, когда я сейчас стояла, была такое все зеленое. Это там растет клубника ранняя, которая была. Но мы ее хотим полностью убрать, извести, только ремонтанную засадить, потому что все-таки от ремонтанной больше толку. Это, считай, все лето до заморозков будем кушать клубнику, поэтому ту даже не ухаживаем, но еще не убираем пока. То есть нужно сразу сначала засадить новую для того, чтобы убрать старую. Ну, лук сажу. Интересно, я когда на рынке покупала у мужчины лук, он говорил, такой хороший мужчина, очень любит свою работу, и он говорил:
я тебе продам такой лук, который тебе для чего лук? Для пера или для головки? Я говорю, и для пера, и для головки. Он говорит, я тебе продам для головки такой маленький-маленький лук. Ты, говорит, будешь очень меня ругать, когда садить. Но, говорит, потом будешь только за ним приходить. Я, к сожалению, не помню, как он называется. Я теперь постоянно хожу к этому мужчине, я его знаю. Но я как-нибудь спрошу, кстати, как у него этот маленький лук называется. Но я довольна, что сегодня удалось посадить мне лук. Единственное, сегодня не посадила морковь на ту грядку, потому что все-таки очень холодно. Ну и у меня времени не столько. Вот я сейчас побегу кушать, готовить дальше. Потому что меня дома ждет Снежана, и у меня уже подошло тесто на синнабоны. Надо бежать. Быстро я забежала домой, дала Снежиночке задание, чтобы она мне нарезала мою бумагу для противня, чтобы положить на противень, чтобы синнабоны складывать. Но она настолько старается, а я за это время побежала пока переодеться, помыть руки, привести себя в порядок и прийти готовить. Она старается, это время на ускорке идет, и то она очень медленно режет, но она всегда очень ответственно относится к заданиям, которые ей дают. Она там приговаривает, она долго-долго каждый листик разрезает. Она так долго ждала, пока я приду, так скучала, смотрела мультики, и когда я зашла, она уже сразу сказала, мам, что мне делать? Но я ей быстренько нашла задание, которое ей пришлось по душе. Ну, я рада, что я сегодня посадила эти 2 грядки, довольная пришла. Сейчас буду со Снежаной выпекать синнабоны будем. Ну, а также после этого мы еще побежим с семьей убираться на веранде. У нас под навесом, не на веранде, а под навесом. У нас настолько всего стало грязно. И там... Почему грязно? Потому что Иван делает пристрой, склад. Кто-то подумал, что мы делаем новую кухню. Нет, склад. Ну, а сейчас мы будем печь. Про склад я расскажу чуть-чуть попозже. Здесь я уже готовлю сахар на 2 порции и корицу. Да, на 1 порцию, у меня двойная порция, 1 порция это примерно 20-22 булочки будет. Ну, у нас где-то 45-40. Какие крутить будем? Корицу я вообще не люблю. Я ее добавляю только в яблочный рулет. С яблоками, когда корица. И в синнабоны. Вот в синнабоны, мне кажется, корицы много не бывает. Но я все-таки добавлю ровно по рецепту. А по рецепту двойная порция, это мне надо 40 грамм корицы. Я 20 уже насыпала. Пачка одна 15 грамм. Я ее полностью высыпаю. Ты выкинешь, да, доча? Давай, выкидывай. 15. И вот теперь мне еще надо 16 даже показывать. Мне надо еще... Все. Все, это я убираю в шкафчик. Что? Ну, кто делал синнабоны, знает. Перемешаешь аккуратненько, давай, перемешивай. Что корицы много не бывает. Также у меня здесь 200 грамм масла, так как у меня порция двойная, у меня все вдвойне, да, доча? Аккуратненько, давай. Так, ну все, я достаю наше тесто. Сейчас я скалочку возьму. Так, да, доча, она такая. Она хуже перца. Хоть я взяла очень большую кастрюлю, тесто подошло прекрасно, прям шикарно, смотрите. Почти полная 9-литровая кастрюля получилась. Все, начинаем заниматься. Ой, какое тесто послушное, оно как живое прям. Все, из этого теста прекрасные краффины, прекрасные ватрушки получаются. Но я делю на 2, потому что... У меня 2 рецепта, много получится раскатывать, поэтому я все-таки прикрываю опять полотенчиком и отодвигаю. Ну, а это буду... Доча, ой ты какая вся! Давай я так размешаю.
Мне надо одинаково все перемешать. Не трогай, дочь, ручками. Я вытру сейчас. Иди. Или что, так нормально? Я вытру. Я сейчас перемешаю хорошо. А это вытру. Отодвигаю, чтобы снежанка не пачкалась. И в такой прямоугольник начинаю расправлять. Вот так. Смотри, прямо так. Раз. Так, раз. В 1 сантиметр толщиной. Хорошее, да, тесто? Прям такое вообще шикарное просто. Хорошее. Поэтому они такие вкусные, да, доча? Тебе нравятся очень они? Да уж ты их. Одна, никто не вспоминает, одна она. Мама, опять эти вкусные булочки. Ну, придется делать. Вот так мне будет удобнее работать с тестом. Все. Такое. Ну-ка, иди сходи, вот куда ты сережки свои снимаешь каждый день, кладешь в гостиной. На полочке лежит новый такой сантиметр, такая баночка, а в ней вот такая, как линейка, скрученная тряпочка. Поняла, что? Давай, неси. Примерно померяем, какой у нас квадрат получился. Сориентируемся. Да. Все. Раскатали, ровненько сделала. И теперь ровно половина масла мне надо. Вот так. Половина ровно. 100 грамм на одну порцию. Раз. Ну, вот эту сюда. Вот так. И буду смазывать рукой. Мне нравится синнабоны смазывать рукой. Кто брезгует или не хочет рукой, не смазывайте. А я смазываю рукой. Мне нравится. То есть это дело каждого. Можно кисточкой смазывать. А я вот так. Массаж делаю своему. Несешь, да, доченька? Сейчас уже я ручку помою, потому что я сейчас буду корицей работать. Так, вот этот край чуть-чуть. Это что? А? Нет, все смазывать здесь буду. Это не рулет же, я уж позабыла. Это масло? Масло сливочное, вкусное, которое вот хорошая маслица. Все уголочки хорошо смажем, чтобы... Вот уголочки обычно страдают, но вот чтобы они не страдали, чтобы они прям все промазаны были хорошо, чтобы последние были все вкусные очень. Где, покажи. А ты большой меряешь, надо другой стороной. Ну-ка, меряй другой стороной. Ну-ка, вот другой стороной. Смотри, вот это маленькая сторона. Ну-ка, намеряй, меряй. Давай. Давай. Вот. 46. Даже вот 47 по этой, да? 47 раскатали на... 58. 59, да, вот так вот? 58. Что? Я хлеб хочу. Хлеба хочешь? На. Пожалуйста, отламывайте. Хлеб хочет, пришел с улицы, таскает на улице хлеб. Или кого-то кормишь? Никого. Ну все. На, доча, скручивай хорошо. Так, а я теперь ровно половина сахара. А здесь дальше 49, и там 49, 58. 58. О, Да, доча, да. Мы одну... Это прямоугольник, поэтому мы его... Немножко, ну, вытри вон тряпочкой, давай. Как раз отойдешь, а то сейчас корица будет здесь рассыпаться. Она такая. Половина. Смотри, доченька, а то сейчас она вот так разлетается, чтобы тебе было, чтобы не это... Ну, смотри. А мне уже прям во рту. Но у меня уже прям во рту. Такие вкусные. Вот вообще корицу не люблю. А вот в синнабонах она даже не чувствуется. Всегда
как будто вот много насыпала, да, 40 грамм, но это на 2, на 2 синнабона. На 2. Все. Здесь вот подсыпать края, чтобы края тоже были хорошо, да? Корица с сахаром, да, доченька. Сейчас я ручки помою. Ой, ты еще и медом мажешь, да, Ваня? Тебе так нравится на улице ходить, кушать хлебушек с медом, да? Да. Ну, кушай. Это не так выкидывай. Кого выкидывает? Молодец. Она ж дома. Кто? Анюта. Не, это мод. А, мед? Так, ладно, накладывай. Синнабоны можно скручивать как снизу, так и сверху. Некоторые утверждают, что скручивать их нужно только сверху. Нет, я хоть как скручивала. И снизу, и сверху. Главное, опять же такое, главное не перекрутить очень сильно, чтобы они не были сильно тугие, ну и чтобы они не были такие прям воздушные. Поэтому вот мне нравится сверху, только из этих соображений, хотя также можно и снизу делать. Так, пошел, да, ты убрал? Ой-ой-ой. Я уберу. Я уберу, сыночка, за сыночкой, за своим уберу обязательно. Так, вот так подтягиваю, чуть-чуть порвала накоточком, и закручиваю. Подтягиваю и закручиваю. Главное, не сильно, не затягивать прям. Такой рулет плотный не делать. Ну и чтобы воздуха много прям не было, тоже не надо. Так, вот. Вот она какое получилось. Красивое все. Теперь очень хорошо вот так рукой, чтобы все везде одинаково стало. Вот прям вот оно все. Сначала вроде казалось здесь потолще, а теперь одинаково стало, да? Ну вот, мы с тобой. Кто хочет, чтобы срез был прям такой ровный-ровный, то можно зубную нить взять и зубной нитью разрезать прям. Тогда срез более ровный. Я ножиком делаю. Опять большой стороной меряешь. Пока я ушла, Снежана меряет. А, смотри, крупными надо развернуть. Ну давай уже доделывай до конца. На, забирай сама, делай, я ножик уберу. Давай, да, я буду делать. Угу, тебе уже хватает. А ты там подтяни. А ты вытянула сильно. Во. Сколько колбаска? 87. 78. 78. Ну все, давай, доченька, отходи. Теперь мы сейчас разрежем и оставим на 30-40 минут еще настаиваться. Вот такие у меня будут. Раз. Нормально. И этот краешек обязательно вниз. Я думаю, все знают про это. Чтобы синнабона, когда подымется, когда запекаться станет, чтобы она не отворачивалась. Чтобы красивая была. Раз. И каждую синнабоночку, каждую раз под низ. Вот такие вот. Поменьше можно, сильно высокие делаю. Пониже можно. Вот так, раз. Да, сахар. Сахар и корица, да? А мы сейчас вытрем все и вторую, и будем дальше делать. Ты будешь считать, нам надо посчитать, сколько мы с этой колбаски штук сделаем. Хорошо? На 30-40 минут сейчас оставлю подходить. Закрываю и на 30 минут убираю в теплое место. Буду вторые делать. Ну все, я сделала все булочки. У нас получилось со Снежаной 3 противня. Первый противень мы очень плотно уложили. Такие красивые. Убираю в духовку. На 180 градусов делаю духовку. На 15 20-25 минут в зависимости от духовки. Пока у меня выпекаются булочки синнабоны, я сейчас сделаю заливку или намазку, да, чем сверху мазать. Я взяла маскарпоне или можно творожный сыр. Вот именно у меня творожный сыр. Взяла сахарную пудру,
250 грамм творожного сыра, сахарную пудру 2 столовые ложки и 4 столовые ложки молока. Все это миксером взбила, но только не в очень густую массу, а в такую, в жиденькую, жидко-густоватую такую. Вот она у меня, эта масса. Это недолго, быстренько. И горячие синнабоны. Выпекались они у меня ровно 20 минут. Такая вот первый противень, он прям много было наставлено, надо было на 2 разделить. Ну ладно, уже сделали такие, ничего страшного. Мы каждый синнабон прям начали намазывать со Снежаной. Представляете, какая вкусная намазка. Это вот творожный сыр. У меня даже было грамм 200 творожного сыра. У меня же порция двойная. Дети открывали творожный сыр, и там осталось грамм 200. И я открыла 250 грамм еще... Нет, ну, в общем, 250 грамм, да. Еще сливочный сыр. Я их перемешала, добавила сахарную пудру и добавила молоко. И все это взбила. Можно также взять сметану, сахарную пудру и тоже все взбить. Я не добавляю никаких дополнительных ингредиентов, таких как ванильный сахар или ванилин, или некоторые коньяк добавляют для запаха. Мне кажется, в синнабонах присутствует настолько ярко выраженный вкус корицы, что ничего больше не надо добавлять. Будет, ну, мне кажется, излишне. Ну, по крайней мере, я делаю для детей. И дети с удовольствием уминали сегодня эти булочки. Им очень нравилось. И лишний запах вот не нужен никакой. Снежанка облизывает теперь кисточку. Ну и я буду, мои дорогие, прощаться с вами. Спасибо всем, кто был с нами, что досмотрели до конца наше видео. Спасибо, что ставите пальчик вверх. Спасибо вам огромное за все. Здоровья вам и хорошего настроения. И берегите себя все. До скорой встречи, друзья.